конечно. Меня зовут Лера, и сегодня мы с вами поговорим о фичах в Data Science, в целом в Data Science процессе. Начну с того, что я работаю в Смарте, Data Science инженером по направлению Demand Forecast, а закончила я Институт прикладного системного анализа. Дальше я покажу вам картинку, которую почти все знают. Это Data Science процесс. То есть, когда к вам приходит любая Data Science задача, вы обычно решаете ее вот в таком направлении, по такому плану. Напомню, как это происходит. То есть, изначально к вам приходят какие-то данные. То есть, если это от клиента, то вы подсоединяетесь к какой-то базе данных, выгружаете оттуда либо ERP-система, либо вы парсите сайты, либо, если вы решаете Kaggle-задачку, скачиваете CSV-шник оттуда. То есть, что угодно, откуда-то вы получаете данные. Дальше идет такой большой блок, где вы с ними работаете. Изначально вы препроцессите данные, то есть берете всю ту кучу, которая к вам пришла, разбираетесь в ней и делаете какой-то формат, который удобен для модели. Дальше вы занимаетесь фичами. Вы должны сделать больше фичей, либо сделать их меньше, то есть придумать что-то новое. Выбрать из этих фичей те, которые вы считаете наиболее релевантными, и подать их на модель. Потому что модель не может скушать все фичи, которые у вас есть, или некоторые из них будут плохо себя показывать. После того, как вы сделали модель, вы должны оценить, насколько хорошо она работает. И, возможно, как-то ее улучшить. То есть либо потюнить гиперпараметры, либо заново вернуться к созданию фичей, либо убрать какие-то шумные фичи и заново моделируем, оцениваем и так по кругу. Дальше, когда мы закончили и сказали «стоп, вот эта модель самая лучшая», мы подаем ее в продакшн. Но сейчас я добавила еще один блок, который называется ML-интерпретация, которая очень важна, когда мы работаем, делаем задачи для бизнеса. Потому что если это не Kaggle, где важно лишь ваш submission, то есть результат, который выдает модель, а именно бизнес-задача, то вам важно еще и объяснить, почему модель работает именно так. Заказчик хочет понимать, что внутри, он не хочет просто результатов. Как ему поверить, если он не знает, как это работает? Поэтому этот шаг важен. И как видно на этом графике, фичи тут довольно часто встречаются. То есть Data Preprocessing – это работа с изначальными фичами. Feature Engineering, Feature Selection, ML Interpretation – это все блоки, которые связаны с фичами. И сегодня мы разберем каждый из этих блоков, зачем он нужен и как это все делать. Первое, что идет, это Data Preprocessing. Когда вы, например, говорите с клиентом и хотите получить какие-то данные, он не знает, что делать, и делает примерно как тут. Выгружает все, что у него есть, из разных мест, в разных форматах, либо наоборот, ты из него не вырвешь никаких данных, он говорит о своей безопасности, не хочу ничего давать, и вы уже сами формируете какие-то запросы, что вам нужно для модели. И чтобы потом с этим всем работать, вам нужно две вещи. Первая вещь – это Data Dictionary. Когда вы получили кучу несвязанных между собой датасетов, всяких справочников, транзакционных данных, вам нужно знать, что находится в этих данных. Вы должны знать, что означает каждая колонка, то есть ее имя, какой формат она принимает, то есть это numeric или categorical value, и также ее описание. То есть вы должны логически понимать, что происходит в этой колонке. И, конечно, знать рейнджи, в которых эта колонка может существовать. Например, если это возраст, то он никогда не может быть отрицательным или около 1000. И таким образом вы сагрегируете все эти данные в одну таблицу, с которой вы будете работать, и должны знать, что в ней происходит, и очистить ее. То есть второй этап – это data cleaning. Вы должны осмотреть свой датасет, все свои фичи. Некоторые данные могут быть пропущены, либо некоторые нерелевантными, зашумленными. Вы все это должны сделать идеальным. То есть пропущенные данные заполнить либо вручную, либо специальными алгоритмами. Шумные данные тоже выделить, их как-то отфильтровать. И тогда у вас получится словарик и ваши данные в едином датасете, CSV-шнике обычно или датафрейме каком-то, с которым вы будете работать. С этого мы стартуем. Дальше, если у вас данных очень много, то есть тысячи, сотни, как в зависимости от предметной области, вам нужно сделать feature extraction, то есть уменьшить размерность ваших данных. Когда вы думаете, что, возможно, не все фичи в вашем датасете вам нужны, вы идете к этой процедуре. Есть много подходов, но основными считаются два. Это PCA, классический способ, и TSNE. В чем между ними разница? PCA работает довольно просто. Он
Если в вашем датасете есть фичи, которые коррелируют между собой, как-то зависимы, он их комбинирует и делает из них одну фичу, которая независима от остальных. То есть, по сути, он уменьшает размерность вашего датасета, если в нем есть взаимозависимые фичи. И он рассматривает только линейные зависимости. Он довольно быстро считается, потому что на бэкэнде это просто переумножение матриц. И он основан на теории линейной алгебры. Но более новым методом есть метод TSNE. Он использует нелинейное преобразование, то есть если даже есть зависимости нелинейные, он их найдет. Он снижает до размерности 2 или 3D, то есть 1000 колонок он может уменьшить в 2 или 3 колонки. Но при этом он очень долго считается, то есть представьте, там 100 колонок в 2 или 3, это довольно затратно, причем он основан на теории вероятности, теории информации, и там довольно сложный расчет на бэкэнде. Поэтому, если у вас датасет небольшой, то лучше TSNE, а PCA это как классика. И эти фичи могут либо заменить ваш датасет, либо стать еще одними фичами к вашему датасету, то есть стать разделом фичер-инжиниринга. То есть было 100 фич, добавили еще 2 из TSNE, стало 102. А дальше, когда фичей у вас мало, или просто вы считаете, что недостаточно, вы начинаете заниматься фичер-инжинирингом. То есть что это может быть? Это могут быть новые фичи. То есть вы там сидите и думаете, что вот на ваши там продажи влияет погода или курс доллара, или то, сколько человек прошло мимо вашего магазина. Вы просто их придумаете, сидите, брейнштормите, кодите и вперед. Еще это могут быть преобразования или комбинации существующих фичей. То есть, например, если у вас есть дата рождения человека, можете посчитать его возраст на сегодняшний день. Либо скомбинировать. Вы считаете, что 2 фичи в комбинации дадут классную фичу, там плюс, минус, что угодно. Либо это статистические характеристики. Берем фичу какую-то, ищем от нее минимум, максимум, среднее, стандартное отклонение. То есть и так мы наращиваем наш датасет около 100 000, как можно больше фич, чтобы потом из них мы могли что-то отобрать. А дальше идет самый, я считаю, сложный процесс feature selection, потому что вы в нем никогда не дойдете до идеала. Вы берете ваши фичи, пускаете их на модель, видите, что она может работать лучше, отбираете какие-то фичи и делаете процесс заново. И вот как отбирать эти фичи, это очень важно, потому что там от 1-2 фич может зависеть точность в пределах 10-15% она может скакнуть. И есть много разных способов. Я сегодня расскажу о самых таких известных. Первый – это просто посмотреть на variable importance в вашей модели. Обычно в любую модель зашита функция, которую можно вызвать, то есть в XGBoost это XGB importance, LGBM LGB importance. Вы ее вызываете и получаете графичек, где каждая фича расположена, и дальше показана ее importance. То есть то, что сверху, то модель считает самым важным. А в древовидных моделях это importance обычно показывает 3 вещи. То есть первая вещь – это gain, это насколько эта фича уменьшает неопределенность модели. То есть есть определенная функция, то есть это либо индекс Gini, либо information gain, то есть формулка, которая высчитывается, то есть дерево оно идет, и вот в каждом месте, где фича сплитится, считается, насколько эта фича в этом месте улучшила точность вашей модели. И то есть если несколько раз по фиче мы разъединили наше дерево, то это будет сумма, этот gain. Дальше есть cover, который показывает, к примеру, сколько сэмплов, то есть сколько строчек попало в каждый из листьев дерева. То есть, например, если у нас сбалансированный датасет, то должно быть, чтобы везде точек было поровну. То есть половина ушла в левую ветку, половина в правую. А если он не сбалансированный, то какие-то фичи будут важнее, по каким-то фичам пройдет больше этих точек. И дальше есть frequency, которая показывает, сколько раз по этой фиче мы делили наше дерево. Дальше я покажу это на примере более точно. Дальше есть лассо-регрессия. То есть все знают, что такое линейная регрессия. Мы берем все наши точки и аппроксимируем их какой-то прямой. Но, к примеру, у нас, если мы так сделаем, могут быть коэффициенты при фичах очень большие. В одной фиче будет 1000, в другой минус 1000, а нам хочется побыстрее сделать расчет, и тогда мы делаем регуляризацию. То есть мы говорим, что модули наших фичей, наших коэффициентов в сумме должны быть
маленькими, то есть там не больше там, единицы, двух, то есть это все настраивается. И когда модель обучается, в какой-то момент некоторые фичи она начинает занулять просто. Вот как видите, все эти прямые – это коэффициент при фиче. И вот они вначале большие, а потом медленно-медленно спускаются к нулю. Таким образом, лассо-регрессия отсекает фичи, которые она считает ненужными. И это может быть одним из способов отбора фич. Дальше есть такой немного индусский метод. Мы можем просто прогнать в цикле, либо берем все фичи, убираем по одной в цикле и смотрим на точность, либо берем одну фичу, добавляем еще одну, добавляем 3, и так пока все не переберем, и выбираем вариант, когда у нас самая большая точность. Вот. Но это очень долго, прям очень, нереально. Дальше есть модная штука, называется Permutation Importance. Она смотрит, насколько чувствительна модель к какой-то фиче. Например, она вот берет одну колонку и начинает потом ее шафлить. То есть берет и рандомно добавляет какой-то шум в эту колонку, либо просто меняет значение между одним и другим. И получается, вроде колонка из тех же значений, но они поменяны местами. И она смотрит, насколько изменилась точность модели. Если она вообще не изменилась, то значит эта фича никак не влияет на модель. То есть мы можем туда поставить какой угодно шум, какой угодно трэш, и ничего не поменяется. А если она сильно упадет в точности, значит модель очень чувствительна к этой фиче, к значениям в этой колонке, и тогда эта фича важна. То есть мы не должны ее трогать, убирать. Вот. К примеру, вот если у человека там, не знаю, его высота была в 20 лет там, 156 сантиметров, а мы пошафлим и получим, что в 10 лет он был рост там, не знаю, 160 сантиметров. И это как-то нехорошо, и модель это заметит и скажет: ой-ой, все плохо. Еще один из способов, который тоже довольно долгий, и в нем есть пару недостатков, но сейчас объясню, это генетические алгоритмы. То есть, кто знает про то, как работают генетические алгоритмы? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 человек. В чем тут суть? Он немного отображает суть генетической эволюции в природе. Он говорит о чем? Давайте создадим некоторую популяцию, потом посчитаем, насколько они все приспособлены к жизни, выберем из них лучших, скрестим их вместе и получим новую популяцию, которая лучше предыдущей. И так шаг за шагом, итерация за итерацией мы получим наилучшую популяцию, которая наиболее всего приспособна. И точно так же можно делать с фичами. Например, мы хотим найти 10 лучших фич. Мы выбираем рандомно 10 любых фич, смотрим, насколько они влияют на модель. То есть наша приспосабливаемость к окружающему миру, это будет, насколько хорошо эти фичи дают, какую точность модели. Мы посмотрели, потом увидели, что одни из фичей более важны, чем другие. Взяли эти лучшие фичи, взяли что-то, добавили какие-то другие, еще раз посмотрели. И таким образом лучшие фичи все время будут оставаться в популяциях, а те, что плохие, будут заменяться другими. Таким образом, за 100 итераций мы можем перебрать лучшие варианты и найти те фичи, которые нам нужны. То есть это чем-то похоже на индусский метод, только более умный, потому что он будет отлаживать те фичи, которые хороши. Вот. А теперь последний этап – это когда мы уже сделали модель, отобрали фичи, это ML-интерпретация. То есть модели, которые довольно сложно объяснить, например, регрессию легко объяснить, то есть вес фичи – это ее вес в регрессионном уравнении. А как вы объясните нейронку, когда все данные перепутаны между собой, и на них еще софтмаксы навешаны, или random forest, в котором куча деревьев соединено? И, например, у вас там есть задача, когда вы хотите предложить какой-то товар клиенту, и вам модель говорит: предложи ему это. Но если бы ты знал, почему она ему это предложила, то человек мог бы, наверное, придумать какой-то еще вариант, предложить ему похожий товар, либо предложить ему больше товаров. То есть иногда именно фичи, которые выбрала модель, важнее, чем сам ее выход. Или когда вы идете к врачу, и модель может
определять около 10 болезней и говорит вам, что вот этот человек этим-то болен. Но если врач обратит внимание на те фичи, которые модель решила, что они важны, он может сделать более точный диагноз, а модель ему в этом поможет. Поэтому есть очень прекрасная библиотека Dallex, которая имеет вот такой вот графичек, где показано, смотря что вы хотите отобразить, то такой график вы используете. Сейчас мы пройдемся по самым главным. Например, если вы хотите посмотреть, как модель воспринимает конкретную фичу в целом, это будет partial dependency plot. Что она делает? Оно берет конкретное значение вашей фичи и считает средний прогноз при таком-то значении. То есть если, например, у нас внизу возраст, и мы берем 20 лет, он берет из вашего датасета все строки, в которых возраст равен 20 годам, смотрит на ваш output и усредняет его. Это понятно? Нет? Dallex. Да. Вот представьте, что у вас есть там 10 строк, в которых человеку 20 лет. И он возьмет вот эти 10 строк, сделает на них какой-то prediction, output, посчитает модель результат. И вот она скажет, что в среднем при 20 годах ваша модель будет давать вот такой-то output. И так для каждого значения возраста. Таким образом, вы получите график, в котором описано, какой средний output модели при значении такой-то фичи. И вы можете сделать поэтому несколько выводов. Например, если у вас на PD-плоте будет прямая, то это значит, что при любом значении вашей фичи модель показывает один и тот же результат. И, наверное, стоит задуматься, что, возможно, эта фича никак не влияет на модель. То есть, что бы вы ни подавали, она все равно будет выдавать один и тот же output. Дальше вы можете сравнить несколько моделей, как здесь, например, сравнены древовидные модели и линейные, увидеть какой-то тренд, увидеть, что, там подумать, какая есть зависимость, линейная или другая иначе. И увидеть, что, например, фича возраст в первой красной модели влияет, дает намного больше вклада, чем в нижнюю синюю модель. То есть при ней средний output будет около 0,25, а при синей около 0,15. То есть она дает больше вклад в output. Это характеристика всей модели, как конкретная фича ведет себя во всей модели. Дальше, если мы хотим трактовать какую-то отдельную строчку. Вот, например, к вам пришел какой-то клиент, мы получили его данные, прогнали через модель, и мы хотим понять, почему именно такой output. Хотим характеризировать не всю модель, а одну строчечку. Для этого есть библиотека Lime, которая работает примерно так. Она берет вашу сложную модель и аппроксимирует ее более интерпретабельными моделями, например, линейной. То есть если у вас задача бинарной классификации, и у вас модель построена примерно как тут, то есть сине отличает кружочки от крестиков, сине-красные, то вы берете конкретно вашу строчку данных, то есть это будет большой красный крестик, и смотрите, аппроксимируете именно эту область линейной моделью, то есть проводите прямую, как на графике. И получается, вы получили веса для этой строки в конкретном месте. То есть получили обычную линейную модель именно для этой области. В другом месте эти значения будут другими. И вот Lime на выходе дает график, как у вас показано справа, в котором вот если фича равна тому-то, то ее вес такой-то. Если фича равна другому значению, то ее вес будет совершенно другой. Вот. Но тут мы видим лишь грубую аппроксимацию, и мы не видим, какой вклад именно дала каждая фича именно в эту строку. И мы хотим получить что-то примерно такого. То есть когда у вас есть 0,7, это будет ваш output, то, что вы спрогнозировали, и вы хотите понять, что сколько дало, что сколько вложило. То есть там 0,3 там дало количество, не знаю, то, что человек кашлял. Минус 7 там дало то, что человек здорово выглядит. То есть взять и разложить ваш output по частичкам, их все просуммировать и получить этот же output. И раньше это было невозможно,
поскольку модель менялась. Если вот вы, например, тестировали, вы когда можете убрать хотя бы одну фичу из модели, то сразу импортенсы сразу меняются. Потому что модель очень чувствительна к фичам, и если вы подойдите... как это объяснить? Ну, то есть если вы подадите вначале один сэмпл данных, она покажет, построится по одному, а если другой, то по другому. В общем, раньше это было невозможно, потому что не было устойчивости модели. А сейчас появилась такая штука, как вектор Шепли. Она пошла из теории игр. Ее формула выглядит довольно страшно, но сейчас мы ее объясним. Кто-то знает теорию кооперативных игр? Тоже чуть-чуть. Представьте, что мы все с вами игроки в карты, и мы будем играть, а потом мы же получим какой-то выигрыш. И мы должны его между собой поделить. И вот кооперация – это когда вот несколько действующих лиц собираются воедино, что-то делают и хотят получить от этого максимальную выгоду, ведь несколько человек сыграют больше, чем там, меньшее количество. И потом нам нужно эту выгоду распределить. Раньше были методы типа, а давайте-ка каждый возьмет себе пропорциональное число выгоды, сколько он вложил. То есть я вложил там 10%, я заберу себе 10%. Но это неправильно, потому что выгода может зависеть от очередности. То есть если вы пришли первый и вы дали $10, и если вы пришли второй и дали ту же самую сумму, ваш вклад может быть при этом разный. Потому что первый человек, когда приходит, он дает больше выгоды как бы предприятию, он делает основы. И вот тут пример. Например, если никого нет в кооперации, то выгода будет нулевая. Если будет один человек, то выгода от кооперации будет $7. Если вот человек Б будет $4, если человек С придет, то будет $6. То есть выгода от человека от А самая большая, от одного. Представим, что к этому человеку А присоединился еще человек Б, и выгода от этого совершенно не поменяется. То есть, по сути, выгода человека Б будет нулевой, потому что первый, что он один, что он с человеком Б, он получит одну и ту же выгоду себе. Если бы к человеку А присоединился человек С, то их общая выгода была бы уже $15. То есть, по сути, А принес 7, а С принес 15 минус 7. Если бы вместе соединились человек Б и С, то было бы $9, а если они втроем соединятся, то будет 19. И дальше мы рассматриваем отдельную выгоду каждого человека в зависимости от того, каким он пришел в коалицию. Например, если первым придет человек А, он получит 7. Если вторым придет человек С, то он даст 19 минус... То он даст 15 минус 7, 8. А если за ними еще придет человек Б, то он даст 4. И вы видите, что от того, каким приходит каждый человек, меняется его выгода. Нет, плохо понятно. Еще раз, да? Давайте на графичке. Чикс. Мы должны посмотреть, какую выгоду каждый из людей получит, вне зависимости от того, каким он пришел в коалицию. То есть человек А может прийти в двух случаях первым, вот на этих графиках. То есть может прийти либо А, С, Б, либо А, Б, С. Он может прийти в двух случаях вторым, вот он второй тут и тут. Либо он может прийти третьим, как здесь и здесь. И в зависимости от того, как он приходит, вот у них на лице прикреплено, какую выгоду они принесли в коалицию. Он дает разный вклад. Если он пришел первым, например, когда он один, он дает $7. За ним приходит человек С. Он уже дает, вот вдвоем они имели 15, значит, человек С даст 15 минус 7, он принесет $8 выгоды. А если следующим придет человек Б, он даст 19 минус 7 и минус 8, то есть $4. Это будет вклад каждого из этих людей, если они придут в таком порядке. Первым А, вторым С, третьим Б. Но если порядок людей поменяется, то и выгоду они принесут разную. Если первым придет А, то он все еще даст $7. Если вторым придет Б, то он даст сколько? 7 минус 7 – 0,
потому что А и без Б получал 7. А если третьим придет С, то он даст $12, потому что он дополнит коалицию с $7 до 19. Таким образом, мы можем посчитать все возможные варианты, когда человек, в каким он приходит. И его выгода во всех, вот общая выгода, вне зависимости от того, в какой очередности они придут, будет равняться сумма всех выгод в каждом из случаев поделить на количество этих случаев. То есть это будет на первом графике человек А получил 7, на втором 7, потом он дал 10, плюс еще 3, еще сколько тут, 9 и 10. И всего у нас 6 вариантов, как они могут прийти в какой очередности. Поделим на 6 и получим 7,5. То есть вне зависимости от того, каким по очередности придет человек А, он должен получить выгоду 7,7. И примерно так же считаются и импортансы для фич. Вот, например, как тут. Представим себе простейшую модель, которая нам говорит, болен ли человек простудой. Если мы вначале спросим у человека, есть ли у тебя жар, он может сказать «да», и тогда, если у него есть кашель, скорее всего, это простуда. Если у него нет кашля, возможно, я не знаю, он отравился, у него там болит живот, и это не простуда. Поэтому первая модель говорит, что если и кашель, и жар, тогда 100 условных единиц, что у человека простуда. Если хотя бы одного из этого нет, либо нету жара, либо нету кашля, то совершенно вряд ли, не могу сказать, простуда ли это. Но есть и другая модель. Например, давайте спрашивать у человека в начале, есть ли у него кашель. Скорее всего, если у него есть кашель, то он болен простудой. Если у него есть еще и сверху жар, то он 100% болен простудой, дадим 110 условных единиц, что у него простуда. Но если у него нет жара, он может быть в какой-то ранней форме простуды, и мы дадим всего лишь там 10 условных единиц, что у человека простуда. И вот так вот, меняя местами наши вопросы, мы меняем нашу модель. И видим, что в первом случае значение и жара, и кашля, импортанс этих фич, он одинаковый. То есть нам важно иметь и кашель, да, и жар, да, чтобы получить, что у человека простуда. А во втором случае, если мы имеем хотя бы кашель, то мы уже говорим, что у него простуда. То есть во второй модели кашель дает больший взнос в результат нашей модели. То есть у кашля больше importance. И вот, когда мы посчитаем наши важности фичей, например, если мы посчитаем frequency, это количество раз, по которой наша модель сплитилась по этой фиче. Например, в первой модели по кашлю у нас есть 2 узла дерева, то есть ее frequency 2. А жара у нас только 1 узел дерева, то есть frequency 1. Во второй модели наоборот. То есть мы видим, что в этих моделях по frequency в первой доминирует кашель, во второй доминирует жар. Если мы посчитаем information gain, то он тоже будет больше у той фичи, которая чаще сплитилась, потому что этот gain будет считаться как сумма гейнов каждой из узлов. Но если мы посчитаем sharp value, то в первом случае он будет одинаковый, а во втором случае он будет больше как раз у кашля, потому что он дал больший вклад в то, что все-таки это простуда. Здесь можно увидеть детальный расчет, как же это делалось. То есть, если мы вот в первой модели мы говорим, что если у нас и кашель, и жар, то вклад будет двух этих фичей в модель 100. Вклад отдельно кашля будет 50, и вклад отдельно жара будет 50. Значит, sharp value будет и вне зависимости от того, что мы узнаем первым. Если мы вначале знаем, что у нас есть кашель, то, скорее всего, сейчас. Давайте так. Если вы знаете, то модель, когда не знает значение какой-то фичи, она берет среднее по ветке. Например, мы знаем, что у нас кашель да, но не знаем, какой у нас будет, что жар да, но не знаем, какой у нас будет кашель. То есть мы идем по ветке жар да и берем среднее внизу, потому что мы не знаем, какой же у нас кашель. То есть 0 плюс 100 поделить на 2 – 50. Точно так же не знаем, что у нас жар. Мы берем везде, где кашель yes, то есть 0 плюс 100, опять делим на 2, будет 50. То есть вклад каждой из этих фичей будет давать 50, а вместе они дают 100.
Значит, вклад каждой из этих фичей 50 и 50, то есть вместе 100. Поэтому Sharp Value будет 50 и 50. С этим ясно? Примерно. А теперь во второй задаче будет иначе. К примеру, мы знаем, что кашель «да». Тогда мы берем среднее от 10 плюс 110, то есть 60. А теперь, если мы знаем, что жар «да», то мы берем среднее от 0 плюс 110, то есть там, где жар равен нулю. 0 плюс 110 поделить на 2 будет 55. Поэтому у них разные вклады в модель, если мы знаем одно или если мы знаем другое. Вот, в первом случае, если первым пришел жар, это будет 55, мы знаем жар, и вклад кашля это 110 минус 55, то есть 55. Во втором случае, если мы изначально знаем кашель, но не знаем, что жар, то вклад кашля 60, а вклад жара 110 минус 60 – 50. А дальше мы суммируем, берем среднее от обоих этих вкладов, то есть у нас есть две возможные перестановки. Либо мы знаем в начале кашель, потом жар, либо в начале жар, потом кашель. То есть для кашля это будет 55 плюс 60 поделить на 2 – 57,5. Для жара это 55 плюс 50 разделить на 2 – 52,5. Поэтому Sharp Value более точно отобразит вклад вашей модели, какой бы она ни была, как бы мы, в каком порядке мы бы не задавали вопросы, оно покажет вклад каждой модели, потому что она смотрит на output модели, а не на структуру, как gain и frequency. Вот. Таким образом, вы сможете построить вот такой график, где будет Sharp Value каждого из ваших фичей. Если вы их просуммируете, то вы в точности получите ваш output. Как вот было раньше, то есть мы суммируем 50 и 50, получаем 100, output нашей модели 100. И во втором случае 52,5 плюс 57,5 будет 110. То есть мы получим не какое-то рандомное число, там единицу или 100%, мы получим именно тот output, который дала модель. Поэтому Sharp Value так важно, и оно довольно понятно бизнесу, потому что он видит, какая фича сколько отдала, куда она потянула ваш output. Я добавлю несколько линков полезных, то есть это TSNE, визуализация, как же именно из вашего многосотневого датасета построится всего две фичи. Это методы Feature Selection, о которых мы с вами говорили, и где найти их реализацию. Это пакет Dalix, который вообще просто боженька в ML-интерпретации, и объяснение Sharp Value на более простом примере. У вас есть вопросы? Наверное, нет. Тогда на этом все. Спасибо.